Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим таро-прогноз на следующую неделю. Следующая неделя с 6 по 12 апреля. Посмотрим, что карты расскажут, что скажут, что подскажут. Где-то острые моменты, может быть, уберем из жизни, да? А где-то на что-то хорошее обратим внимание. Это старшие арканы. И один старший аркан будет отвечать за общий энергетический фон следующей недели. Дальше. Послание стихий. Что стихия расскажет о следующей неделе с 6 по 12 апреля. И гексаграмма «Книга перемен». Почитаем ее в конце расклада. Интересно, какая она сегодня будет. Может быть, опять какая-то жесткая такая, да, а может, наоборот, что-то такое светлое, интересное. Итак, гексаграмма с 6 по 12 апреля. О, зеркало такое. Такая карта. Ну, начинаем. Начинаем с общего энергетического фона. Верховная жрица. Ну, можно сказать, да, с 6 по 12 апреля общий энергетический фон, он больше как тьма отступает. Вот так хочется здесь сказать. Линии света. Верховная жрица — это тайна, это что-то неопределенное, это то, что ты долго ждешь, но не знаешь, когда, как оно будет. Это белое и темное, это новые странички жизни, неопознанные. Это когда может случиться какой-то сюрприз, какой-то, не знаю, как-то, знаете, какой-то переломный момент. Да, можно сказать так. Это следующая неделя, это общий фон, который будет держать эту неделю. Неделя, в которой действительно тьма отступает. И у каждого из вас появляется шанс на обновление. Так, чуть-чуть я еще по общему фону хочу посмотреть. Хоть никогда не делаю, но все-таки хочу открыть эту жрицу. Общий фон есть общий фон. Но хочу открыть немножко. Действительно, как будто весна. Вот приходит весна, как оживает что-то. Ну как что-то? Природа, чувства, энергии. Вот. Из десятки поднимаетесь. Из какого-то упадничества, какого-то темного периода поднимаетесь. Ну, смотрите, эта энергия недели, она очень особенная, действительно особенная. Как будто перед вами есть защита. Это не просто дни, это время, когда многое слышится свыше быстрее, чем обычно. Вот какая-то интуиция, да, может быть, знаки какие-то будут. Внутреннее озарение. Может быть, вы примете какое-то очень-очень-очень важное решение и будете довольны. Вы можете что-то не замечать, какие-то странные совпадения, но они будут играть большую роль на следующей неделе. Верховная жрица, да, странные совпадения, говорю, вот еще раз повторюсь, знаки какие-то. Но здесь очень интересная неделя, реально. Она про пробуждение. Действительно, как весна. Весна, цветущие деревья, воздух. Это, знаете, когда сначала тихо, а потом вдруг внутри становится ярче, светлее, и музыка играет. Вот что-то такое вот. Очень важно, если у вас есть десяточка, хорошо. Если у вас есть желание что-то сделать хорошее, делай. Если есть желание, будет, да, вот на этой неделе, что-то купить, подарить, помочь, простить, все это сейчас возвращается вдвойне к вам. Вот просто хочу, вот я говорю все это сейчас, потому что я эту неделю, я эту энергию уже вижу. Когда вы смотрите видео
до начала недели, может быть, во время, да, уже вот неделя идет. Вот эта вот энергия, она очень захватывающая. И да, хочу еще раз повторить по десятке пентаклей. Купить, подарить, простить, помочь кому-то, да, все это сейчас вот, или, в общем, с 6 по 12, да, оно будет возвращаться к вам вдвойне со сторицей. К вам будет поток очень-очень большой отдачи хорошего. Плохого не делайте. Вот плохого не делайте. Знаете, по Верховной Жрице здесь какая-то божественная энергия, какая-то интересная, неожиданная энергия. Ну, как еще сказать? Плохого не делай, хорошее, да, в твоих руках. И тебе же отдача, хорошая отдача будет в твою жизнь, в твою семью, в твой дом. Такое. Ну, давайте дальше. Давайте посмотрим, что жезлы подскажут. Это планы, действия, поездки, встречи, вот такое все, да? Так. Дом. Милый дом. Родной дом. Неделя живая. Неделя, вот дерево такое, да, все в листочках, это дом. Неделя живая, подвижная. Но есть элементы судьбы. Элементы судьбы. Вы можете не планировать, а все равно окажетесь там, где нужно. Ну, недаром Верховная Жрица вышла. Да, вы можете не планировать, не загадывать, вы можете вообще не хотеть куда-то ехать, допустим, или с кем-то встречаться, но вы окажетесь там, где нужно по судьбе. Что-то действительно доделать или начать, или решить. Вот такая вот неделя. Встречи будут, интересные встречи, неожиданные. Вы встретите человека, которого, ну вот как будто бы должны были встретить, но не знали этого. Возможны неожиданные поездки по приглашению, или вы сами кого-то будете приглашать. Здесь будут встречи, которые будут и в доме у вас, и где-то вот за пределами дома, которые сначала кажутся случайными, а потом вы поймете, вы реально поймете, что вот оно то, что да, должно было быть, и оно не случайно. Хотя сначала будет казаться случайно. Ну, Верховная Жрица — это же закрытая информация, это ну такое нечаянное что-то, но очень-очень вот по книге судьбы прописанное и написанное и нужное. С самого начала недели загадайте свои желания. Как бы там ни было, оно исполнится. С самого начала недели. Знаете, такой вот совет по жезлам. Не отказывайтесь от движения. Даже если на вас нападет, можно сказать, лень, именно там может вот ждать вас что-то важное. Даже если вы вот не захотите куда-то идти, может быть, вот именно эта подсказка будет вот никуда не ходить. Либо наоборот, все-таки решиться и пойти. Но здесь сюрпризы. Здесь реально неожиданности. Так, давайте посмотрим еще. Вот этой колодой, да, планы поездки, действия встречи, туз кубков, встреча с родными, разговоры, выход на какие-то чистые, хорошие события. По поводу финансов сейчас посмотрим, но вы очень много даете, и вам со сторицей будет реально возвращаться. Вот весна. Весна пришла. Новые сюжеты, новые встречи, новые понимания. Движения много будет. Так, по семерочке мечей что? Открытие тайны, как будто бы вам кто-то откроет какую-то тайну. Либо вы поймете, кто вас обманывал, либо откроется этот человек, который вас обманывал, или кто-то его откроет. В общем, какая-то ложь
выйдет наружу. На следующей неделе какая-то ложь выйдет наружу. И вы будете встречать позитив. Наконец-то вы поймете, где были либо вы неправы, либо кто-то был неправ. Идете на стабилизацию, на новые успехи. Угу. Да, придется с кем-то, может быть, поругаться. Ну, знаете, сами смотрите. Здесь я не могу сказать «нет, не надо», либо «да, давайте». Неделя, да, говорит, если где есть возможность кому-то в помощь прийти, кому-то подсказать что-то, и то смотрите, надо ли. Либо такое подарить подарок, получить подарок, да, где-то с кем-то встретиться, либо не встречаться. Это все ваше, но оно будет во благо в любом случае. И если да, придет момент, когда вы должны будете высказать все, тоже ваш момент. Тоже ваш момент. Значит, так надо, значит, время пришло. По 5 жезлов, да. У кого-то может быть такая ситуация, где вы что-то выскажете, где-то даже поругаетесь, где-то даже, не знаю, там, пошлете кого-то подальше, да, или дверь хлопнете прямо перед носом, либо наоборот, потянете в другую ситуацию человека, скажете: нет-нет-нет, давай со мной, а то будет плохо. Разборки. Это тоже будет ваше. Это тоже будет ваше, потому что ложь поднимает открытие. Вот открытие какое-то, понимание идет. Как будто бы из этого выходите. Из этого выходите. И подарки на вас сыпятся. Кстати, да, подарки и вы будете дарить, и вам кто-то подарит. Есть такое. И почему-то я вижу встреча, но встреча через прощение, может по празднику, может быть и нет, у каждого свое. И нужно ли оно, это вам знать. Но есть просто еще что-то, просто обычное, как будто бы, вот знаете, вы простили и прощаетесь. Либо простили и встречаетесь. Но опять же, это идет вам на пользу, это идет вам во благо. Вы встречаете в свой дом положительное. Очень сильная карта. Это как карта защиты, как карта восстановления. Интересные события. Единственное еще, что вижу здесь, встреча с человеком, который за что-то отвечает. 4. Тоже 4. Любовная встреча будет в вашем доме. И еще какая-то будет, но она... Не переживайте. Вы шанс большой получите. Это может быть встреча на работе, где будет наконец-то решен вопрос по поводу денег либо продвижения. И еще вижу встречу с врачом. Вот у кого-то, да, я вижу эту встречу. Да, естественно, расклад общий, не для всех, как бы эта информация, но это важно. Не переживайте. У вас многое что исправится, неожиданно исправится. Вы услышите очень хорошую весть от какого-то человека, может быть, от самого врача, вот какую-то информацию, да, но что-то нужное придет, и вы будете радоваться. Вы не переживайте заранее, вы получите шанс, надежду и исполнение, и исправление. Вот, и исправление тоже. Общий расклад, поэтому очень сложно выкапывать именно как личное, да, что-то. Но я вижу встречу с врачом, когда врач говорит: так, здесь было неправильно, а теперь правильно, и вы будете радоваться, как будто что-то исправится. Либо кто-то направит вас на правильный путь по поводу вашего здоровья. Может быть, вы сами решитесь на что-то. Но здесь идет исправление. Опять же, исправление какого-то обмана, либо ошибки даже. Не могу точно сказать, но я вижу удачу.
восстановление. Удачу и восстановление. Берегите свое здоровье, берегите свое сердечко, потому что много всего впереди еще. Потому что много еще впереди. Давайте смотреть пентаклевую масть. Это финансы, да? Финансы. Неделя с 6 по 12 апреля. О, у вас сундучок в руках. Так, финансы на этой неделе, они больше связаны с обменом энергий. Деньги могут уходить, опять же, на подарки. Вот открыли сундучок, да, на дом свой, на что-то для души, когда открываешь и радуешься. Это неплохо, это прекрасно. Но есть грань. Все-таки сундучок есть сундучок. Есть грань. Не трать из-за пустоты или одиночества. Вот тебе одиноко вдруг показалось, что тебе вот никто тебя не любит, и все, и пошел, растратил, а потом переживаешь, зачем я это сделал. Вот не в эту неделю. Остановитесь. И из-за пустоты вот хочется пополнить свои эмоции. Никто не радует, опять же, эмоции. Пошел, подарков себе понакупил, а потом думаешь, зачем я деньги потратил? Вот это не та неделя. Да, бывают такие недели, когда пошел, потратил, и тут же пришло еще пополнение, и ты не переживаешь. А эта неделя нет. Да, можешь и подарочки дарить людям, это тебе будет обраточка хорошая. Впоследствии на дом, если оно надо, куда-то реально вложиться, трать, да, там починить что-то, действительно привести в порядок, долго думал и наконец-то, да, пришло то время. И для души, но для души, когда действительно душа успокоится. Вот долго-долго хотели купить себе какую-то, не знаю, кофточку там или туфли, или, не знаю, рубашку, да, что-то такое. Пошли, купили, но не по мелочам. Не тратьте деньги из-за пустоты, где ты вроде ничего не хочешь, но надо себя завалить чем-то, да, или одиночество. Вот эта грань ваша, которую переступить не надо, переступать не надо, потому что вы будете потом плакать. Сундучок будет пустым и очень долго не пополнится. На нужное идет пополнение, на ненужное идет как будто бы вот утечка. Если трата денег, она будет идти от тепла, она вернется. Если от боли, может оставить ощущение потери. Это по Верховной Жрице, это очень важная подсказка. Давайте еще по финансам посмотрим. Так, по финансам. Ну, все в ваших руках по тузу. И по тузу мечей, жезлы и мечи. Видите как? Если тепло, это значит вернется еще. Ого, как радоваться будете. Если все-таки через боль, да, то может быть ощущение потери и слез. Все-таки есть предупреждение даже в этой колоде. Ну, это жадность, не отдавай никому свое, да, не отдам никому. Мужчина какой-то будет вас просить. Кстати, какой-то мужчина будет просить о помощи. И помогать, не помогать. Но тут император, вы императрица. А вы сами знаете, кто вам будет что-то говорить, и по поводу денег это будет. Либо какой-то мужчина скажет, смотрите, если мужчина смотрите, то, скорее всего, женщина будет просить. Но здесь вот так, здесь как два комочка, два шара энергий соприкасаются. Но почему-то это связано с финансами. Кто вам должен? Кто-то вам должен деньги. И, возможно, будет говорить, что дай мне еще, и я тебе потом верну все вместе. Нет, не надо давать. Если кто-то будет просить вас, помоги, действительно вы будете видеть, что да, я помогаю. Помогайте. Но если просто так сверху еще хочу, не отдадут.
Ну вот как-то так. Знаете, вот что еще подсказочка есть. Если вы можете дать деньги и будете знать, что, ой, ладно, не вернет, значит не вернет, все, это ваше. Если все-таки вы не можете, ну как это, да, и тем более он уже брал, и тем более, ну, может быть, ему и не важно, все, тогда все в сундучок к себе, и вот, мое есть мое. Эта верховная жрица, она немножко скрывает реальную ситуацию, но карты чуть-чуть подсказывают, как правильно, чтобы потом не переживать. Вот такое вот. Вот такое. Так, по поводу финансов еще что. С 6 по 12, ну, может быть, что вы ждете какое-то поступление денежное, да, кто-то вам, опять же скажу, должен, может быть, или же зарплата, доход, но это все будет позже по звезде, по звездочке. С 6 по 12, если что-то и получите, то какую-то часть. В будущем больше будете получать денег на свои счета или в свои сундучки, да. Так что, если ждете, ну, можете успокоиться, оно придет, но позже. Оно придет, но позже. Ну, как-то так. Видите, как двойственно, да? Взвешивай все за и против. Сильно себя не загружай, потому что потом придется расхлебывать какую-то ситуацию. Больше думай, больше принимай решений, а потом только делай. Остановись где-то по поводу финансов, не торопись, но и в то же время будь готов к исполнению и продвижению. Смотрите, по всем картам, что я здесь увидела, если у вас ситуация, где хотите именно в эту неделю вложиться в какой-то большой проект или в покупку, если вы давно к этому шли и готовы, да, вкладывайтесь. Если вы не готовы, если вы сомневаетесь, все, оставьте чуть-чуть на потом. После 12-го, скорее всего, все решится. А в конце недели вы вообще поймете, что вы правильно поступили. Ну вот такой вот ответ. Так, давайте смотреть третью стопочку. Это кубки. Эмоциональный фон следующей недели. Да? Может быть, тут отношения какие-то будут, может быть, ссоры какие-то будут. Ну, кто знает. Встречи, да, опять же. Эмоциональный. Вот эту. Ну, король. Так. Эмоциональный фон встреч — это энергия, она, ну могу так сказать, по королю, я ее чувствую больше как в сочетании со жрицей, да, как энергия сказки. Как-то так. Энергия сказки. Ну, давайте сразу возьму эту колоду. Такое ощущение, что я вижу, ну, это тоже будет, я вижу вечер, вижу ночь. Вот как будто ближе к вечеру и ночью у вас может быть ссора, выяснение. Могут быть очень чувственные встречи, где не ссора, а просто вот эмоции через край бьют. Не слова там в ссору, да, а именно эмоции через край и наоборот глубокие. Вот смотрите, здесь тоже идет как-то немножко по верховной жрице двойственно. С одной стороны, да, вы можете проявлять себя агрессивно на следующей неделе, и в то же время с огромными такими потоками чувств, глубокими, да, как будто между вами вот с кем-то, да, будет появляться что-то такое большое и стираться расстояние. Как будто вы приближаться с каким-то человеком будете очень близко. И опять же говорю, я вижу больше, как это будет к вечеру. Больше к вечеру. Вот почти каждый день можете ждать каких-то всплесков эмоций в одну или в другую сторону. Но они тоже будут как будто бы
заживление ран, как будто бы распределение все по местам. Да, если даже придется вот на этой неделе поплакать, тоже знаете, слишком уж сильно на душу, на сердце не брать. Ну, это вы и сами знаете. Но если вдруг придется поплакать, по Верховной Жрице однозначно вы как будто выплескиваете какую-то боль, которая может осесть на сердечко в реальной жизни, да, и вы ее просто выплескиваете. Поплакали, расслабились, умылись, все, вы как будто выбросили, как будто у вас даже сама вот эта вот энергия недели верховная, да, она будет подталкивать что-то выбросить, если очень сильно засиделось в вас что-то. Или выкричиться, или поплакать, или наоборот проявить страсть, допустим, да, или какой-то вот как рассмеяться во всю душу, да, вот посмеяться, насмеяться от души. У каждого это будет по-своему, и, скорее всего, оно будет чередоваться. Вот такая вот неделя. И если вы будете себя сдавливать, сдерживать, сердечко может побаливать. Нервы, да, могут быть не на том пределе, на который вы даже, не знаю, либо рассчитываете, либо даже не понимаете об этом. Вот как-то так. Вот такая неделя, вот такие предупреждения. Да, встречи, разговоры, разные эмоции, будут какие-то прояснения, будут какие-то спокойные, может быть, даже вечера или вечер один, да, такой спокойный. Будете принимать решения. Сами или нет? Нет. Мужчина смотрите, женщина смотрите, девочки, да. Мужчин, вот именно мужская энергия еще и будет подсказывать. Это либо друг, либо родственник, либо, ну, говорю, врач, юрист, вот что-то такое еще. Может быть, любимый человек придет. Для мужчины женщина, для женщины мужчина, да, ну вот, или там у вас как-то по-другому, но как любимый человек, да, может прийти. Но здесь будет прояснение и снятие маски. Вот такое вот будет. И тоже будьте готовы, эмоционально будет трепать в разные стороны, и в одну, и во вторую, двойка мечей. Что еще тут? Король Пентаклей выходит. Жезловый рыцарь. Возможны признания, возможны переписки. Больше говорю, вот чувствую вечер-ночь. Вот больше так идет. Вот мысли вечером, ночью, да, могут быть о человеке, который чувствует то же самое, как будто бы вы соединитесь. Есть еще кое-что, есть какая-то грань, опять же, да, есть какая-то грань. Ну вот она как есть, вот. Ночь усиливает. Почему я вижу ночь? Вот как раз оно и вышло в этой карте. Вечер, ночь, да, потому что ночь и вечер, они усиливают не только любовь, но и какие-то страхи. Просто страхи. Поэтому не накручивайте себя в темноте, не придумывайте то, чего нет. Не бойтесь тишины. Если чувствуете тревогу, включите свет, музыку, верните себя в реальность. А для кого-то это будет все-таки ночь, где приходит ощущение: я больше не одна, я больше не один. Даже если рядом никого нет, хотя, скорее всего, кто-то будет. Но даже если никого нет, вот приходит на этой неделе, да, понимание: а я не одна. Даже если я сейчас один человек, вот здесь, в этой комнате, я все равно не один. И это точно, это вот серьезно. В эту же неделю будет о вас кто-то думать, о вас кто-то переживать, очень желать встретиться и готовиться к этому, может быть, даже пробивать дороги какие-то. И встреча будет либо реальная, либо запланированная, но у вас что-то идет очень такое интересное реально.
Вы не зря попали на этот расклад опять. Не зря. Что-то интересное. Вы как выходите из каких-то непонятностей, из каких-то темных событий, может быть, в вашей жизни. Ну, вот такое. Дальше давайте посмотрим острые моменты, да? Это мечевая масть. Что острый момент скажет, если он будет? Опять король. Король. Ну, главное предупреждение этой недели — это защити свои энергии сам, да? Сам в руках. Тут кубок, здесь меч. Да, мужчина выходит, еще раз скажу. Мужчина, если смотрите, такое впечатление, что это как будто вы с этими энергиями, да, и эмоции в ваших руках, и острые моменты тоже, как защита своей энергии в ваших руках. Но и эти же самые карты говорят про энергию женщин, девушек. Это тоже есть, очень хорошо есть. Это значит, что в вашей жизни кто-то за вашей спиной еще и помогает вам набраться этой энергии, чтобы вы еще сильнее стали, чтобы вы еще интуитивнее, может быть, стали. Вот такое. Смотрите, обратите внимание на следующей неделе, да, ну вот с 6 по 12, не ходи в состояние сильной усталости или какого-то опустошения. Не ходи в темные места. Не открывайся полностью незнакомым людям. И по возможности держи себя собранным человеком, собранной, да, но и в то же время выплескивай, если оно уже на пределе. Ну вот так, защити сам свои жизненные энергии. Оп. Защити сам свои жизненные энергии. Король. Даже этот король говорит. Кто-то из семьи вам очень сильно помогает словами. Очень сильно беспокоится о вас, чтобы у вас все было хорошо. И, я не знаю, либо по поводу денег, может быть, здоровья, либо по поводу того, где вы живете. Хочется вас увидеть, этому человеку, очень сильно. Смотрите, символически, ну, еще одна карта. Ну, сила, да, есть сила. Символически даже вам поможет, вот, чтобы выйти из какой-то зоны некомфортной или из каких-то острых моментов в жизни, да. Приведите волосы в порядок. Я не знаю, мне вот такое еще видение идет. Просто расчешите хотя бы их, да, но почему-то так мне идет. Если это вообще не ваше, не слушайте. Но я это вижу. Вот символически убранные волосы, аккуратность в образе, закрытость от лишних взглядов, собранность. И это не про страх, нет. Это про уважение к своей энергии, которую ты защищаешь своей уверенностью и приведением себя в порядок. Это просто символы, обычные бытовые житейские символы, которые вам помогут обойти острые моменты. И еще раз скажу, да, если прорвет, кричите, плачьте. Если кто-то вас хочет на это толкнуть, а вам это не надо, значит, вот здесь вот как раз-таки собери себя и отвернись от этого всего, да, не открывай себя каким-то посторонним, либо каким-то навязчивым людям. И знаете, не впускайте чужое настроение в себя, еще и такое есть. Кто-то будет плакать, и вы заплачете. Не вы, потому что должны выплеснуть, а как будто бы его спасаете своими же, не знаю, житейскими
энергиями. Ну как это? У вас и здоровье может подорваться, если вы из-за кого-то еще и плакать будете. Не поддавайтесь этим энергиям. Это как вампиризм начнется. С вас энергию выпьют, все хорошо будет там, а вам плохо. Да, подскажите, помогите, но не эмоционально. Вот все-таки по верховной жрице эмоции такие, как вверх-вниз, вверх-вниз, вот такое. Туз пентаклей. Но главное событие, да, вот как по острым моментам. Да, просто живи и радуйся. Живи, радуйся. Где-то так, где-то получишь, ух, сколько хорошего. Знаете, вот как главный посыл этой недели, да, с 6 по 12, оно больше как сейчас идет время, когда свет начинает действительно побеждать. Внутри тебя в первую очередь, потому что ты много давал и даешь, да? Ты хочешь чего-то новенького, у тебя есть проводники в твоей жизни, и ты получишь свой шанс, ты получишь удачу, обязательно. Эта энергия именно твоя энергия силы, защиты, встречи, устройства своего дома и любви. Вот. И любви, которая, да, тебе принадлежит по твоему жизненному пути, по твоему счастью, по твоему, не знаю, по твоей дате рождения, даже так. Вы можете почувствовать облегчение, надежду. Вы можете почувствовать желание жить. Вы можете почувствовать желание двигаться, любить. И это будет по верховной жрице не случайно. Это как будто бы тебя ведут, а ты просто доверься и иди. Вот такая вот неделя, очень интересная, необычная и очень интересная. Так, давайте посмотрим, что скажет этот послание стихий. Семерка огня. Семерка огня. Противоречие, стресс, чрезмерная пылкость. Энергии, да. И где-то будет противоречие, и где-то может быть и стресс, я говорила, да. И чрезмерная, да, тут написано. Пылкость — это и страсть, это и любовь, это и смех. Даже эта карта, да, стихийная, говорит об этом. Слишком сильное давление вызывает отпор. Иногда стоит умерить свой пыл. Ну, по верховной жрице. Но тут эта карта говорит, иногда стоит умерить свой пыл, но если тебе это действительно кто-то провоцирует, да, если надо. Кто-то провоцирует, все, давай, успокойся. А если сам, стихия, семерочка огня целого. Ну, давайте посмотрим. А что скажет гексаграмма? Что ж ты скажешь? То же самое или все-таки что-то другое? Так, невеста называется, да, здесь. В новом деле, прежде чем действовать, нужно как следует осмотреться. Что-то есть и такое, да? Так, читаю. У вас в жизни начинается новый большой этап. В прошлом вы приложили массу усилий, идя к своей цели, и многого достигли. Теперь же настало время укрепиться на своих рубежах. Активные действия ни к чему не приведут. Сейчас ваша задача — освоиться в новых условиях, выжидать и проявлять осторожность. Будьте сдержаны в общении и новых знакомствах. Но, в принципе, по вот этому я тоже говорила, что если себя больше закрывайте от новых каких-то людей, взглядов и эмоций. Да, я вот что-то это вот по этим картам вам говорила, был посыл. А здесь вот так написано. Будьте сдержаны в общении и новых знакомствах. Ну вот с новым чем-то, да. Старайтесь не сболтнуть лишнего и не давать повода для сплетен. Чтобы вот это вас не провоцировало. Но и в то же время, невеста,
в новом деле. Прежде чем действовать, нужно как следует осмотреться. Но когда ты осмотришься и когда ты будешь уверен, конечно, ты можешь уже и действовать. Может быть, к концу недели ты уже будешь понимать. Может, с самого начала. В начале с утра там ты так присматриваешься, а к вечеру, к ночи ты уже знаешь, что делать. Вот так и есть. Дальше. Осторожнее в любовных делах, в них возможны любые подвохи и, кстати, неприятности. Поэтому, если вы чувствуете страсть, отдавайтесь страсти. Отдавайтесь. Не надо что-то сначала выяснять, а потом потерять, потом плакать, и потом аж через там какое-то время опять начинать разговаривать, да? Нет, если страсть, отдавайтесь страсти, не ругайтесь. Если наоборот чувствуете какой-то подвох, извиняюсь, если какой-то подвох чувствуете, то, ну да, неприятность тоже может быть. Но чуйка-то должна сработать. Если чувствуешь все хорошо, значит все хорошо. Но если чувствуете по Верховной Жрице, что какой-то подвох все-таки есть, тут уже проявляйте свои эмоции. Тут вы уже делаете, что вы хотите на данную минуту. Поругаться? Ругайтесь, раз хотите. Наоборот, не ругаться, закрыть все это и переждать момент. Делайте так. Опять же, включить страсть, включайте страсть, потом поругаетесь. Но как-то так здесь, я не знаю, но здесь реально как-то вот интересное, необычное, спонтанное, новизна, обновление вот такое вот идет в эту неделю, вот как будто оно заводит вашу неделю. Сейчас не самый лучший период, время, да, для исполнения вашего желания. Еще не пришло. Так, подождите, сначала. Сейчас не самый лучший период, запятая. Время для исполнения вашего желания еще не пришло, однако за финансовое благополучие можете не беспокоиться. Но финансы, да, тут в сундучке. Значит, по поводу финансов все просто превосходно на этой неделе. И то, что карты сказали, да, здесь было правильно. Где-то ты можешь потратить, а где-то все-таки закрыть и никого не впускать к этому, да, сундучку не подпускать. Вот. Но вот это вот что. Сейчас не самый лучший период. Для чего? Для исполнения вашего желания? А ну скажите, какое у вас желание вот на сейчас? Какое у вас желание? Смотрите, оно исполнится. Но оно реально по Верховной Жрице исполнится не тогда, когда вы хотите. Вот. Но когда оно исполнится, вы будете говорить спасибо, что оно исполнилось вот тогда, вот скажете, вот сейчас, чем тогда, когда я ждала или ждал. Вот что говорит эта гексаграмма. Не переживайте, не хватайтесь за сердце, за голову, что не так все, да. Вот у вас есть желание, но оно не в тот момент исполнится, когда вы хотите, а немножечко в другой. И вот там реально вы скажете спасибо, что оно вот тогда, а не тогда. Вот. Финансы нормально, по поводу отношений и энергии тоже. И так бьют, да, эти вот через край энергии и эмоции. Но вот по поводу желания, да, не берите близко к сердцу. Все будет в свое именно время. Верховная Жрица просто так не выходит. Просто так не выходит. Ну, как-то так. Давайте по-быстренькому сейчас посмотрим. Знаете что, я сегодня все-таки увидела в раскладе для всех. Какой бы у вас знак зодиака не был, но я сегодня увидела для всех информация. В принципе, сейчас по знакам зодиака разбивать, да, все это раскладывать тоже интересно, да, я понимаю, но, по-моему, не надо. Здесь все, что нужно, все для вас, вот общее, что у вас больше всего вас, ну не знаю, зажглось, тронуло,
как-то вот вы поняли, да, это ваше. И реально тебя как будто ведут. Просто доверься и иди. Не случайно Верховная Жрица вышла. И не случайно вы попали на этот расклад. Давайте, раз взяла эту колоду все-таки, да, посмотрим в общем еще напоследок, что карты скажут, и все. А так это все для вас, это реально так, как надо. Не надо больше цепляться за какие-то мелочи, хотя они будут повторяться. Зачем? Только время терять, да? Лучше пусть вот эта энергия будет сильной на защиту. Вот, вы выходите из каких-то ограничений, вы выходите из каких-то непонятных, болезненных ситуаций, здоровье поправите, человек подскажет, как это сделать, либо поможет вам. Потом финансовые, ну тут уже карты сами везде сказали, что слава богу, все будет налаживаться, да. Здесь еще эмоционально как-то вот как за жезл возьметесь, и страсть, и всплески, да, будут какие-то, но опять же, видите как. И правосудие. Слава богу, в вашей жизни наступает череда вот таких событий, где правосудие будет срабатывать. Из пустоты что? Пустота идет или вы выходите? Вы выходите из пустоты, вот она пустота, холодность в отношениях, вы познакомитесь с кем-то, четверка жезлов, да, вы встретите друзей, вы повидаетесь с родственниками, вы обниметесь, поцелуетесь, вот такое здесь, вот честно, вот такое просто вижу. И вы это все вот увидите и почувствуете. Из пустоты вы выходите. Из холода какого-то, одиночества, может быть. Знаете, как будто вы реально сами поймете, что я не одна, я не один. Даже если вот просто будете вот один по жизни идти, ну как будто прозрение какое-то, да я не один. У меня много, скажете, всего пройдено уже, да, но у меня такой большой еще путь и столько интересного. И вот это интересное, оно к вам идет. Ну все. На дне колоды разговоры душевные, хорошие, посиделки, встречи, подарки. Опять же скажу, видите, тут и водопад, вода, это тоже можно сказать как прибавление. И подарки, и денежки идут в ваши руки. Ну так, вот так вот все. Счастья вам огромное. Вот такая неделя интересная, да? Кстати, а по поводу острых моментов, напоследок уже кто-то отключился от расклада, но кто-то еще со мной. Давайте посмотрим вот последнее по острому моменту. Что еще может быть такое, на что обратить внимание? Верховная Жрица. Все, что сказано, все правда. Все. Здесь как повторение. Двойственная энергетическая система такая. И вообще вот энергетика такая вот взвешивания и такого вот бурного чего-то. Туз жезлов — страсть. И по Верховной Жрице, да, будут интересные моменты, неожиданности, всплески какие-то. Не переживай. Береги свое здоровье, береги свое сердце, иди по жизни уверенно, но это даже уже напоследок. Все, точно все. До следующего видео. Я с вами не прощаюсь, оно будет уже скоро. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на канал, которые еще не подписались, да, мои хорошие. И жмите колокольчик, чтобы следующее видео у вас не обошло, чтобы вы его не потеряли. Если хотите, конечно же. Вот. И запомните, да, что я на Ютубе только. Здесь только энергия силы и защиты для вас. Угу. Увидимся, услышимся на связи. Всего доброго.